Всем привет, уважаемые гости и подписчики. В этом видео хочу показать небольшой обзор, а именно штамп, который я делал под заказ Станиславу. Получается, такая ситуация произошла, то что я делал заказчику, значит, под заказ, по факту купил другой человек, и мы с ним ведем связь, поддерживаем диалог. Значит, он мне прислал штучек 7-8 фотографий, да, и 3 коротких видеоролика. Ну, я с ним просто попросил его, я говорю, покажи, как, что у тебя получается. Он делает это первый раз, штампует вот по раствору. Вот, в общем, как бы я его попросил, он заснял и отправил мне. Вот я сейчас это дело все монтирую и хочу показать вам, какой результат. Почему? Потому что у меня у самого такого комплекта нету. Я его делал изначально под заказ человеку, но думал, он отказался, думаю, ладно, я себе его оставлю. Потом получилось так, что вышел на меня Станислав, и я ему продал. В общем, а сейчас я делаю тоже самое комплект себе, а может и на продажу, не знаю, как получится. Ну, хотелось бы самому поработать, потому что штампа такого нигде никто не продает. Можете сами убедиться в этом. Я мониторил, как бы, и мониторил сам эти все штампы, кто, сколько, что стоит. Все это я уже просмотрел. Таких штампов никто не продает, никто не делает. Вот, ну а сейчас я буду делать, чуть-чуть так вперед забегу. Буду делать такой же штамп, только уже не с силикона 40 по твердости, да, а буду делать из полиуретана 60 по твердости. И чуть-чуть другой у меня будет, ручки по-другому сделаны. Давайте покажу вкратце, быстро пробежимся и начнем к фотографиям и видеороликам, которые прислал Станислав. Станислав, огромное тебе спасибо. Тебе сразу 35 тысяч лайков ставлю. Потому что просто работа огонь. Поверь, я знаю, что это очень крутой забор у тебя будет. Такого забора ни у кого больше нету. Вот смотрите, друзья. Получается, это просто такое коротенькое вступление, как бы, да. Забегая вперед. Вот, ручки у меня по-другому чуть сделаны. Здесь я прошил уже нитками капроновыми. И они у меня будут не на всю площадь, да, а вот такими вот квадратами. Еще раз напомню, длина 1,60 м, ширина 28 сантиметров. Общая площадь полквадратных метра. Все вот эти камешки, они разные. То есть вот этот комплект, получается, все камни разные, повторений нету. И общая площадь 0,5 квадратных метров. Значит, я буду делать, сейчас уже у меня все подготовлено, буду делать вот из такого компаунд полиуретановый А2 марка 60. Это компонент Б, А по 5 килограмм, смешиваю, получается 10 килограмм. И плюс еще взял полимер, краситель, специально для полиуретана колеровать, взял зеленый цвет. В общем, это будет уже следующий ролик. Не знаю, получится мне продать этот комплект или не получится. Если не продам, себе оставлю. Вот такие дела. Ну, давайте теперь посмотрим работу Станислава, что у него получается. И поддержим лайкосиком. Вот еще отштукатурил, еще следующий кусок. Ну, понятно, что не идеально, а идеально, в принципе, оно и не нужно. Ну, я имею в виду, можно было загладить ровненько прям. Все равно сейчас форму наносить, она все штампуется, и это все видно не будет. Вот. Даже некий шарм какой-то будет. Вот они мои штампы. Вот линию я уже, кстати, вот соединил, ну, по линии, не по линии, а по уровню, и вон по веревочке, вон она у меня висит.
там зафиксировано. Грубо говоря, там зафиксировано, и вот она идет. И на каждую я опять растягиваю секцию, отбиваюсь. И чтобы я низ видел, чтобы у меня не уходило. И от него я уже вверх-вниз иду, начинаю идти. Вот. Следующим этапом покажу. На солнышке, конечно, делать это все, ну, с одной стороны, хорошо, быстро можно делать, а с другой стороны, не очень удобно одному, потому что пока ты в середину и вверх уже начинаешь закидывать, здесь низ уже сухой, то есть уже как бы нужно торопиться. А можно, в принципе, пропечатывать снизу, а потом накидывать вверх и идти, но лучше так не делать, потому что вот такие вот шлепки, вот, они по-любому будут, это никуда от этого не деться. Вот. И, ну, как бы портить свое сделанное, и плюс-минус, там, мало ли, вот, я пока делал, у меня деревяшка сломалась, я рукой впечатывался где-то в середину, хорошо еще, не весь я туда впечатался, только что отштукатуренная, вот в конце уже. Поэтому и работа будет на смарку. Лучше отштукатурить, как я делаю, ну, мое такое мнение, и потом уже наносить штамп, матрицу, там, по-разному как-то. Она называется правильно, не знаю. Ну так. Вот, сейчас до середины я дошел, потому что тут уже снизу все сухое, практически пришлось дополнительно тут смачивать еще. А вот вверх он, ну, влажненький еще, поэтому вот сижу, минут 15 подожду и уже и пойду до верха допечатаю. Ну и на сегодня, наверное, все. И пока будет сухо, ну, вот скажем так, не сухо, а влажно относительно, ну, еще пока. Но здесь вот сразу все затру, сделаю, как бы прорежу, может быть, местами, ну, чтобы меньше шов этот видно было. Ну, вот как вот там дальше я делал. Здесь еще, понятно, не досохла эта часть, поэтому она отличается. И вот такие вот дела. Здесь вот стоял маяк, я его сбил, ну, я его снял, получается, вот, и глубину здесь, то, что наплывы были после маяка, я их снимаю банальным молотком, чтобы глубина была. Вот так вот. Раствор накидает. Здесь пойду также по маяку тянуть, а с этой стороны уже по факту. Вот. Ну вот я это уже 3 секции сделал. Одна вот секция почти сухая. Эти уже высохли. Вот. И как бы в общих чертах здесь переход, это я, вот он, ну, стык, я его чуть-чуть где-то гвоздиком сделал, ну, как бы, чтобы сильно в глаза не бросалось. Где-то затер чуть-чуть, пока еще не сильно высохло. Здесь то же самое. Ну, здесь оно явно видно сейчас, потому что оно еще сырое. Когда полностью окончательно высохнет, ну, примерно плюс-минус вот так, почти видно не будет. Но это вот у нас выглядит, еще никакого цвета не крашеное. Когда цвет придастся, допустим, серого цвета, затонируешь, когда это все высохнет, вся стена, эти стыки вообще практически видны не будут. А если еще и разбежку какую-нибудь дать, одним добавить цветом или другим, ну, то есть помимо общего основного фона еще дать несколько цветов, она как начнет играть, там и в жизни никто не увидит. Ну, как бы вот так вот. Станислав, еще раз огромное тебе спасибо, благодарность большая. Ставлю тебе жирный лайк, отличная работа, продолжай в том же духе, делись своим опытом. Ну, потом мы с тобой спишемся, может, ты мне что-то подскажешь, а может, что-то я тебе еще подскажу. Всем спасибо за просмотр, удачи, увидимся в новых роликах. Всем пока.